Добрый день, дорогие друзья! Вы хотели, и мы сейчас будем это делать. А что вы хотели? Вы хотели обзор сериала «Чернобыль». И мы подошли к этому делу серьезно. Один микрофон чего стоит? Не правда ли? Но для начала, так как у нас серьезное дело, мы сварим кофе. Причем двумя способами. Сначала мы сварим так, как я обычно его варю. В принципе, очень многие именно так его и варят. Для этого мы берем кофе в зернышках. Вот такую кофемолочку. Ну, можно, конечно, взять электричку, она у меня есть электрическая. Но я решил повыпендриваться. У меня вот есть такая ручная, глиняная, классная. Турка, фильтрованная водичка, по вкусу сливки. Ну и там можно для крепости перчик, соль, там что-то еще добавить. Сахар, кто как хочет. Берем кофе. Насыпаем. Кофе, видите, какой классный, маслянистый. Будет очень вкусно. Засыпаем кофе. Водички. Перемешаем. И ставим на огонь. Ну и пока кофе варится, я все-таки скажу несколько вступительных слов. Что сериал, серьезный. Они на самом деле перелопатили уйму литературы. И Мазин в своем твиттере, там штук, по-моему, 11 пунктов перечисления литературы, которую он использовал. Но на что я обратил внимание, первым пунктом стоит книга Алексеевич «Чернобыльская молитва». И только 11-м последним пунктом стоит доклад в МАГАТЭ, ИНСАК-7. И для меня показательно то, что на первом месте стоит художественное произведение. Надо отдать должное работе Светланы, Нобелевский лауреат все-таки. Так, ну ладно, я что-то отвлекся. Мой кофе уже готов. И вы знаете, в последнее время я стал туда добавлять для вкуса немножечко молотого мускатного ореха. Попробуйте, очень и очень такой вкус интересный получается. Его можно добавлять, лучше всего, вернее, его добавлять в процессе варки. Поэтому я еще раз верну это все дело. Но, если кто следил за моим каналом, у нас же есть волшебный сироп, который я тоже туда добавляю. Сироп из сосновых шишек. В общем, как вы понимаете, я люблю экспериментировать и делаю совершенно разный кофе. А отсюда разное восприятие, разный вкус, разное настроение. Это мой кофе. И мы его пока отставим в сторону. А сейчас я вам покажу, как бы это кофе сварили создатели сериала «Чернобыль». Итак, кофе от создателей сериала «Чернобыль». Добавляем водички. Для крепости, для драматизма, пекельный перец. Пожестче еще надо. Мало драматизма, мало. И еще чуть-чуть. Самую малость, чтобы уже на все 5 серий хватило. Чуть-чуть добавим такой крупной соли.
чтобы слеза была с ужасом. Смягчим немножко сливками. Ну, чтобы уж не совсем ужасно было. Ой, вот так. И на огонь. Стоп! Мы же забыли... Что мы забыли? Мы забыли кофе. Ну ничего страшного, мы его сейчас добавим. Подумаешь, какая разница? Сейчас или потом. Сварится. Что-то я еще забыл. Это же Чернобыль. Это же радиация. Яйценоска. Господи, премию тому человеку, который придумал яйценоску. Вот теперь я защищен. И можно варить кофе по-чернобыльски. Все это смешно, конечно. Особенно вот это. И пусть на меня не обижаются любители сериала «Чернобыль». На самом-то деле он снят классно. Из разряда people хавает. И причем people хавает, ну прямо столовыми ложками, поварешками и восторгается, как это классно снято. И именно сегодня я вдруг обратил внимание, у нас тут висит календарик, который, в общем-то, классно демонстрирует отношение создателя сериала к зрителю. Вот милая кошечка — это такие создатели сериала. А внизу такой охреневший зритель. Ты что, серьезно, да? Вот это вот все правда, да? Ну нифига себе! Ну вы смелые мужики, вы классно все показали, супер. А кошечка такая сидит там, улыбается, лижет, умывается. Да, я специально все поменяла, я специально изменила ход событий, внесла свои коррективы в действие, в персонажи, в их характеристику, специально, чтобы тебе, милый мой зритель, все это понравилось и как можно больнее ударило по твоим мозгам. И им таки удалось снять такой фильм, который зацепил миллионы. А чем именно он зацепил и что, на мой взгляд, они не должны были менять, мы поговорим в нашем обзоре. Дорогие друзья, после просмотра киноэпопеи «Чернобыль» у меня возник вопрос, а кто же целевая аудитория этого сериала? На кого, собственно говоря, рассчитывали создатели? И в итоге я пришел к выводу, что целевая аудитория – это западный зритель, прежде всего. Не те, кто жили в Советском Союзе, не ликвидаторы, не партизаны, не ученые, которые ехали в Чернобыль по собственной воле, а не под дулами автоматов, а именно западный зритель. И, к сожалению, поколение, которое родилось в постсоветских республиках в конце 90-х и нулевых. То есть те самые неокрепшие молодые умы, которые о Советском Союзе знают не больше того самого западного зрителя. Я ни в коей мере не хочу дать понять, что я ностальгирую по Советскому Союзу. Нет. Там были и хорошие, и плохие моменты. И тоталитаризм, и давление, и КГБ. Все это было. А как это показано в сериале, мы с вами поговорим уже более подробно. Что за херню они сняли?
Вот примерно так. Леночку. Можно показать. Водка в сериале «Чернобыль». Ради этой сцены мы с Аней нашли на самом деле раритетную бутылочку водки. Выпуск конца 80-х. Так вот, водка. Выпил я, конечно, водичку. Я уже 19 лет не пью, поэтому все, кто меня знает, не переживайте. Не знаю, как кого, но меня смутило в сериале обилие водки. Но она настолько дозирована по всему сериалу растянута, что это не бросается в глаза. Если вы внимательно смотрели, самая первая серия – закадровые звуки, которые идут. Мы слышим и буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Это звуки наливающейся водки. И все эти стопарики, бутылки водки, через весь фильм идут. Что протянули первым делом, когда вышли так называемые водолазы, открыв вентилек по фильму там ДУ-15 всего лишь, с электроприводом. Не помните? Бутылка водки. Что пьют члены правительственной комиссии? Постоянно. Запивают как водой. Легасов и Щербина. Водку. А что привезла машина в лагерь партизан, солдат, и разгружают ящиками прямо в лагере? Ящики водки, халява. И тут же показывают бравых партизан с голым пузом такие все. Да, был сухой закон, между прочим. Да, водку какими-то путями, там, мизерными долями, конечно, провозили. И да, конечно же, ее, скорее всего, употребляли, потому что ситуация, ну, просто стрессовая и все прочее. Возможно, были 50 грамм там этих наркомовских, как их называют. Но все же зависит от, ну, опять же таки, от количества. По фильму ликвидаторы алкаши идут отстреливать собак, на обед водка. То есть водка на завтрак, водка на обед, водка на ужин, водка вместо воды. И на самом деле получается, что все эти ликвидаторы, начиная от членов правительственной комиссии, шахтеров, которые, кстати, что делают в рабочее время? Они не в шахте, они не в забое. Тульские шахтеры. Что они делают? Водку квасят. Правильно. А что им еще делать-то на работе? Конечно же, водку пить. Это же нормально для советского шахтера жрать водку. А потом, сверкая яйцами, рыть тоннель. Опять же можно сказать, о, это художественный прием. Надо было выпятить, надо было драматизировать, более ярко и выпукло показать. Но вы меня извините, человек неподготовленный, который не жил и не знает, что такое Советский Союз, молодежь, которая родилась в 90-х, в конце 90-х, нулевых, они вообще без понятия. Они этого всего воспринимают же за чистую монету. В их понимании Чернобыльскую катастрофу ликвидировали пьяные солдаты, пьяные члены правительственной комиссии, постоянно, которые глушат водку. И это под постоянным надзором КГБ. И это лишь одна из линий в фильме, которая, ну, мне обидно за то, как это сделали и показали. Я знаю очень многих ликвидаторов, которые, ну, просто возмущены таким показом такой действительности. Когда я говорю, что у вас там в лагере, согласно фильму, и водку ящиками разгружали, они, наверное, говорят, да не было такого никогда. Оказывается, было. Художественный фильм. Все там может быть. В общем, грустно это. Вот честное слово, мне грустно. Обидно за мужиков, которые по доброй воле, как я уже говорил, и вполне сознательно
и таких было немало, шли на этот воистину подвиг. Ну и напоследочек. Накатим. Ваше здоровья! Эх, черт возьми, хороша и крепка. Короче, не смотрите этот фильм. Ну или только частями. Запить есть что-нибудь? Занюхать. Дай грудь занюкать. Дорогие друзья, мы с вами находимся в нашей Славутической библиотеке. Совершенно не случайно. Вы можете спросить, как связано обсуждение сериала «Чернобыль» и библиотека. Это очень просто. Дело в том, что для написания сценария было использовано как минимум 2 книги. Это Светланы Алексеевич «Чернобыльская молитва» и «Чернобыльская тетрадь» Григория Медведева. Хотя в титрах вы этого информации не найдете, они не упоминаются там. Я начну с Алексеевича. Во-первых, это художественно-документальный роман. Вообще, когда смешивают 2 понятия, художественный и документальный, появляется уникальная возможность свой вымысел, свое видение преподнести как документалку. И в то же время сказать, если вас уличили в чем-то, ну это же художественное. Как, в принципе, сейчас и говорят про сериал. Несмотря на то, что он заявлен как историческая драма, те, кто его оправдывают ляпы и откровенную ложь в этом фильме. Ну он же художественный, что вы хотите? Еще раз, я неоднократно говорил, еще раз повторю. У меня не было вообще никаких вопросов к этому фильму, если бы он был заявлен именно как только художественный фильм. Без претензий на какую-то документалку, без претензий на какую-то историчность. Если бы они поменяли имена действующих персонажей главных. Но вернемся к книге. Отсюда взята самая первая история семьи Игнатенко, Людмилы Игнатенко. В интернете эта история еще ходит как письмо Людмилы Игнатенко. Вообще по книге я хочу вам сказать. Почему бы я отнес ее не только как художественно-документальный роман, а исключительно как художественный. При всем уважении к Светлане Алексеевич, она проделала огромнейшую работу. Она встречалась с массой людей, брала у них интервью, записывала эти разговоры и беседы. Но в последующем, при расшифровке этих воспоминаний, ей не удалось уйти от личных эмоций и личного толкования этих воспоминаний. Я больше чем уверен, ни одно из этих воспоминаний не согласовано с интервьюируемыми. А это значит, что автор намеренно, ненамеренно мог внести свои чувства, свои ощущения в чужие воспоминания. Тем более, что некоторые воспоминания коллективные. То есть хутор такой-то, перечислены 10 фамилий, и потом идет монолог воспоминаний коллективных. Это интересно, но это художественно. На мой взгляд, и опять же говорю только свою точку зрения. Примерно то же самое можно сказать и о «Чернобыльской тетрадь Медведева». По оценкам специалистов, так звучит, да, классно, по оценкам специалистов, по оценкам людей, которые реально работали на Чернобыльской атомной, будучи в том числе и сиурами, и на блочном щите, они говорят, что книга написана им по заказу. То есть за этот роман
опять же названный документальным тут, явно стояли какие-то партийные или, ну, скорее всего, партийные товарищи, которым необходимо было, чтобы он был напечатан, чтобы была внесена в массы информация о том, что основной виновник Чернобыльской катастрофы – персонал. Я сначала, когда начал смотреть, я не мог понять, что это мне напоминает, потом дошло. Это на 80% книга Григория Устиновича Медведева «Чернобыльская тетрадь», выпуска 1989 года. Со всеми фамилиями, которые там указаны, с последовательностью действий. Все, что там написано, то есть вот этот сериал, он, ну, идеально снят по этой книге. К действительности он имеет отношение в ровной степени, в той же степени, какой в действительности имеет эта книга. То есть какие ляпы и намеренную ложь писал в книге Медведев по заказу, явно по заказу, чтобы очернить Дятлова, чтобы очернить персонал ЧС. То есть это в 1989 году писалось с одной единственной целью. Все это в сериале показано. Ну и вообще, то есть общая, как бы сказать, злая пародия на Советский Союз, гротеск, преувеличен. Реальности, конечно, там, ну, есть, понятно, все это есть, но в преувеличенной форме. То есть, сами краски фильма, псевдодокументалистика. И он действительно заявлен не как художественный фильм, так же, как и книга заявлена как не художественное произведение, а документальное произведение с реальными фамилиями, с реальными, как якобы реальными последовательностью действий и так далее. Так вот, Чернобыльская тетрадь обвиняет во всем персонал. И фильм снят по этой книге и по художественным воспоминаниям других людей, расшифрованных и записанных Алексеевич. Я к тому, что как можно снять документально-исторический фильм с претензией на историчность и документальность, опираясь на аналогичные художественно-документальные книги. Я думаю, это достаточно сложно. Но надо отдать должное создателям сериала. У них это мастерски получилось. Они просто... Я даже, наверное, где-то преклоняюсь перед их умением манипулировать вымыслом, правдой, документалистикой, художественностью. Это просто потрясающе. И человек, который совершенно не в теме и вообще не подготовлен, он все это впитывает, грубо говоря, как это говорят, people have it, да? Вот он в себя это все впитывает и воспринимает за чистую монету. Да так оно все и было. Из этой книги, еще раз повторяюсь, взята история Людмилы Игнатенко. Я почти уверен, что процентов на 90, если на все 100, она правдива. Это-то и подкупает при фильме. То есть эта история у них протянута на все 4 серии. Да, она правдива. Да, она эмоциональна, трогательна. Это на самом деле человеческая боль и трагедия. Технические части, взятые из Чернобыльской тетради Медведева, они тоже отчасти где-то правдивы и имели место быть. А вокруг вот этого стерженька, вот этой вот оболочечки правды, создатели фильма искусно нанизали все остальные свои домыслы и вымыслы по фильму. Водолазы, шахтеры, министр в Туле, автоматчики, нагнетение обстановки и напряженки, что за всеми следят, за всеми КГБ, за каждым углом, за каждой розеткой сидит агент КГБ и за тобой следит. На этот счет я могу сказать следующее. В любом уважающем себя государстве, достаточно сильном, при любом авторитарном режиме и даже не авторитарном, возьмем США, демократическая страна. И что там ФБР, ЦРУ не следит за неблагонадежными, на их взгляд, гражданами, не собирает досье? Нет? В нашей библиотеке
Вообще-то собрана достаточно хорошая подборка книг о Чернобыле. Их много, в том числе художественные, документальные, технические. По поводу документальных. Здесь есть книга Натальи Петровны Барановской «Украина, Чернобыль, свит». Вот это на самом деле документальная книга. Я лично знаком с Натальей Петровной, и я знаю, что в конце 90-х она получала допуск правдами и неправдами и в киевские архивы, и в архивы Москвы, чтобы собрать на самом деле бесценные документы, проанализировать их и написать вот этот научный труд, анализ по Чернобылю. Что привело к Чернобылю, причины, последствия. Но по этой книге никогда не снимут фильм. Тут нет крови, тут нет страдания, боли. Хотя за каждым документом это все есть. Но в буквах этого нет. Здесь только сухие цифры и сухой анализ. Для кинематографа это неинтересно. Особенно для такого, как HBO. Фильм не будет иметь спроса. А еще я тут заметил свою собственную книгу. Да? Сейчас я бы хотел остановиться на моментах, которые на самом деле, я считаю, нельзя обойти стороной. Первый момент. Так называемый мост смерти. Это мурашки по коже. Все, кто вышли, никто не выжил. А был ли он на самом деле? Вы вообще задумывались, когда смотрели этот сериал? Вас ничего не смутило, что во 2 часу ночи семья с колясочкой гуляет? Причем бодренько гуляют, все такие возбужденные, веселые, дети, не просто подростки, а дети. В 2 часа ночи совершенно спокойно, без родителей гуляют. Вы где-то такое видели? Нет? Ну, то есть вас это не смутило? Да, я понимаю, это была пятница. Кстати, так же, как и сегодня, мы снимаем в пятницу. И на мосту, скорее всего, я допускаю, что кто-то был из загулявших. Возможно, кто-то был. Но так, чтобы с детьми, с коляской, веселые такие... Ура, вау, как красиво! Радиоактивный пепел. Ну, бред собачий, ребята. Тем более, что основной выброс именно вот в ночь катастрофы, он прошел мимо Припяти. Ну, не могли они умереть, даже если представить, что они там были. Он скорее мост жизни, потому что 27 числа он спас тысячи жизней. По нему из Припяти эвакуировали жителей и достаточно организованно. И не просто достаточно, а суперорганизованно. Решение об эвакуации было принято вечером 26-го. Утром 27-го колонны автобусов входили в Припять. Так вот, это скорее мост жизни, чем мост смерти. Переходим дальше. Вертолет. Да, он упал 2 октября. Он не падал в начале мая, запутавшись в клубах черного дыма, как будто там второй Майдан внутри 4-го энергоблока, а не взорвавшийся реактор. Черный, толстый дым. И 2 членов правительственной комиссии с крыши в бинокль управляют военными вертолетчиками. Ну, ребята, разом. С какой стати гражданские, пускай даже члены правительственной комиссии, и вдруг управляют полетом военного вертолета? Это только чья-то больная голова могла такое придумать. Ученый руководит полетом военного вертолета. Даже если допустить художественный вымысел, что им необходимо было этот вертолет вытянуть с 2 октября и всунуть в начало мая 86-го. Хотя я не понимаю, в чем тут драматизация. В октябре месяце не менее драматические события происходили. 2 октября вообще-то проходил митинг, посвященный завершению основных работ по сооружению объекта укрытия. И именно после этого митинга вертолет и упал. Именно поэтому он попал в те самые редкие кадры хроники. Но мне тут больше нечего добавить. Маразм есть маразм. Водолазы. Вы знаете, когда первый раз я услышал об этих водолазах? Лет 5 или 6 назад со мной связались венгерские кинематографисты и спросили о водолазах, которые спасли мир. Я был вообще в шоке. Какие водолазы?
Мне начали объяснять на ломаном русском, что бассейн Барбатер, вода, они куда-то там ныряли, что-то плавали. Я их разуверил, что ничего этого не было, навел справки, никаких водолазов не было. После этого в сети, именно в сети, в Фейсбуке, еще, наверное, в других социальных сетях массово пошла одна единственная статья: 3 водолаза, спасшие мир. Они спасли мир и умерли. Я заколебался тогда писать опровержение всей этой херне. Хорошо, они водолазов одевали в гидрокостюмы. Где они взяли вот эти вот маски и ракушки? Ну вот ей-богу, эти вот устрицы на голове. Если уж они настолько скрупулезно восстанавливали советский быт, настолько детализированно все изучали, кто им сказал, что у нас были такие водолазные костюмы? Фонарики-жучки. Ну, свет потух, это они из другой истории взяли. Ладно, хрен с ним. Тух свет. Воды не выше колена, они по грудь там ползут, подходят к трубопроводу. Дренаж, представляете себе, огромнейший бассейн, миллионы литров воды, дренажик ДУ-15. Вот такие вот мелочи, они как бы несущественны. Ну мы же подвиг показывали, ну они же вот это вот. Ну, ребята, вы показали херню. Ну, теперь я хотел бы поговорить о шахтерах. На самом деле, на работы по рытью тоннеля и подушки под реактором было привлечено более 400 шахтеров. В основном это были шахтеры с Донбасса, метростроевцы. А с той самой Тульской шахты, когда они в обед квасили водку, была одна бригада. Но по фильму получается, что одни тульские шахтеры там все рыли, при всем моем уважении к их труду и героизму. Про министра я уже говорил, бред собачий. Гвоздем всего сериала, особенно 3-й серии, это шахтеры, которые светят яйцами. Вы знаете, у меня такое впечатление, что создатели фильма откровенно ржали на съемочной площадке, когда придумали этот эпизод. Они просто издевались над советскими шахтерами. Что вот такие простые мужики, бунтари, им все нипочем. Ради выполнения своей миссии они готовы, сверкая жопой, рыть этот тоннель. Я думаю, те, кто увлекается чернобыльской темой, наверняка видели настоящие кадры хроники, что шахтеры максимум снимали с себя белые костюмы, оставались в нательных рубашках белых, которые пропитаны были потом. Да, было жарко. Скорее всего, сейчас такая же жара стоит летом по 30 градусов, как и тогда. И они снимали с себя костюмы, но оставаясь в нательной рубашке. В фильме показали их такими героически тупыми, что они даже вообще, что такое радиация, им не объяснили. Они вообще не знают ничего. Элементарные средства гигиены, вообще ничего. Но меня еще в теме шахтеров зацепило вот этот образ бунтаря, когда бригадир их, так, бугор, заходит в кабинет или вагончик. А, кстати, куда же их привозят? Кстати, вы же видели, куда привезли шахтеров? В гражданской одежде, автобусами. Прямо к развалу с северной стороны. Больше некуда их привезти. Давайте привезем им прямо к развалу, чтобы они еще больше облучились. Сразу, не приступая к работе. И после этого они утверждают, что сценаристы, что он изучил кучу материалов, документов, изучил хронику. Да ни хера он не изучал. Если бы он изучал, он бы знал, что правительственная комиссия не сидела за столиком на площадке 2 человека. Драматизм. Так вот, поведение бугра. Он заходит и такой вальяжный, ему все пофиг,
садится, развалился, пачку сигарет со стола, пачку себе в карман. Ну, как гопник, ей-богу, ведет себя. Ну, то такое, ладно. То есть, Запад именно такими шахтеров наших видит. Именно в этом для них бунтарство и непокорность. В таком хамском поведении. А дальше получается все очень просто. Вот этот самый бунтарь в конечном итоге, он соглашается на вот эту работу, радиационно опасную, непредсказуемую. Но ради чего? Ради чего все остальные и очень многие приходили на ликвидацию. Но вот так воспитала нас та самая система советская. Помогать другим. Не дуло автомата его заставили, ни угрозы, ни деньги. Многие туда шли, чтобы помочь. И никого под дулами автоматов не гнали в зону. Никому не угрожали там смертью, посадить, уволить. Поэтому я всегда и говорил, что, к сожалению, Советский Союз при всех его минусах в глазах западного обывателя вот именно такой, распи***ский, извиняюсь за выражение. А теперь о Легасове. Не о том образе, который они показали, скорее всего, он точно так же, как и образ Дятлова, Брюханова, не соответствует действительности. Я о другом. Доклад МАГАТЭ. На самом деле он был 25-29 августа 1986 года. А по фильму в декабре месяце он еще только собирается ехать. Но опять же, это же мелочи. Ну подумаешь, там поменяли местами. Вертолет с октября на май. Доклад Легасова с августа на декабрь. Ну какое это имеет значение, правда? Вообще никакого. Но я хочу сказать о другом. Если бы они копнули глубже тему доклада, они бы могли откопать очень интересную историю, которую мне поведал Сан Саныч Боровой. Оказывается, летом 1986 года советские разведчики, так их назовем, добыли заготовленную резолюцию МАГАТЭ, которую они должны были принять на своем заседании в конце августа 1986 года, вне зависимости от того, какой доклад сделает Советский Союз. По этой резолюции на Советский Союз накладывалась контрибуция за причиненный ущерб всей Европе вследствие радиационной аварии. Кроме того, Советский Союз обязан был бы остановить все атомные электростанции. И Легасов это все предотвратил своим докладом. Никто не ожидал, что он сделает такой откровенный, грамотный доклад. Он практически ничего не скрывал на докладе. А из этого можно было сделать хорошую историю. Но они же не копали глубоко. Они читали художественную литературу, смотрели художественные фильмы или другие какие-то фильмы, на основании которых выстраивали свое видение ликвидации. И вот тут я хочу заметить, а где же объект укрытия во всей этой ликвидации? К декабрю 1986 года по фильму его нет. Зачем очищают кровлю по фильму? Для того, чтобы начать строительство объекта укрытия. А в октябре месяце уже, как я уже говорил, состоялся митинг в честь завершения основных работ по сооружению объекта укрытия. То есть из фильма вообще исчезла цель, ради чего, собственно говоря, люди шли, жертвовали собой, облучались. Ради чего? Ради очистки крыш? Ради того, чтобы 7 ноября за дембель повесить флаг на трубе? Ради этого? Шахтеры ради этого жопой сверкали? Ради чего? В фильме этого нет. Что все это делалось ради того, чтобы построить объект укрытия. В мае месяце было 38 проектов. Но разве это интересно? Это же так, фигня. И, кстати, Легасову аплодировали стоя за его доклад. И он длился несколько часов. Это только можно представить, насколько увлеченно и интересно звучал его доклад. И неожиданно. Ну, а еще я хотел бы сказать по поводу имен. Знаете, вот опять же, создатели сериала очень классно
себя оградили, в конце каждой серии написали: мы сознательно изменили ход событий, и сознательно изменили некоторые моменты ситуации, дабы драматизировать уже драматичное. Но они сильнее хотели драматизировать. Да ну и хрен с ними, да? Мы изменили некоторые имена. Какие? Имена всех главных персонажей настоящие, к сожалению. И они показаны, но далеко не такими, какими, даже близко не такими. Я разговаривал с припятчанами, которые лично работали с Дятловым. Да, говорили, он мужик жесткий, но совсем не такой, как им его показали. По поводу изменили имена. Они на самом деле одно имя изменили. В последней серии председательствующий на суде член Высшего суда СССР Раймонд Бризе. А в фильме он, вы только подумайте, придумали, Милан Кадников. А? Шикарно. А теперь уберите от экранов детей и несовершеннолетних. Вы увидите нечто ужасное. Все основные ляпы сериала «Чернобыль» одним кадром! Ну вот и закончили мы наш обзор. Снимали несколько дней, честно говоря, устали. Я хочу извиниться перед теми, кто ожидал от нас и от меня такого строгого технического отчета по каждой серии, по каждому эпизоду, с опровержениями. Ну, вы знаете, таких отчетов и обзоров на самом деле уже достаточно много в сети. Мне хотелось передать свои эмоции, настроение, которое вызвал во мне этот фильм. И что меня еще больше всего огорчило, я уже об этом, кажется, говорил. Создатели фильма на протяжении всех серий нас пугали совком, тоталитарным режимом, что в Советском Союзе человеческая жизнь ничего не стоит. Человека игнорируют, его уничтожают. А как поступили сами создатели сериала с родными и близкими главных героев сериала? Но это неэтично, это ужасно. Это показывает, и мне лично это говорит о том, что им совершенно начихать и наплевать на этих людей. Так кто бесчеловечнее? Совок? Или те, кто снимает такие фильмы? Конечно же, сам по себе фильм, если брать в целом, да, он привлек внимание к Чернобылю. Да, туроператоры, скорее всего, будут потирать руки, потому что у них прибавится туристов. Но осадочек, знаете, ложечки нашлись, а осадочек остался. Поэтому те, кто еще не смотрел этот сериал, вы, конечно же, можете его посмотреть, но только смотрите как «Игру престолов». Не относитесь к этому фильму серьезно. Будем жить.